За 2,5 года войны в сети успел сформироваться новый жанр – видеообращение военнослужащих. Львиная доля – это видео с жалобами. В лучшем случае военные недовольны отсутствием обещанного денежного довольствия и выплат за ранения. Часто записывают видео мобилизованные из обескровленных подразделений, солдат которых вновь и вновь гонят на убой. Раненые, которых заставляют продолжать воевать с загипсованными конечностями, тяжелыми контузиями и осколками в теле. Для этих людей запись обращения – это последняя надежда остаться в живых. А те, кто уже ни на что не надеется, прощаются так с близкими. Все, сука, сколько нас заходило? 10 человек, все по лесополосе этой, раскиданы. Ни с кем ни связи, ни связи, вообще ничего нет. Нас что сюда закинули? Кругом одни трупы. При высадке, в зону нас сгорела бэха, со всеми нашими, сука, вещами. Тут же, разъебали. Поехали. Все обеспечат. Ни лопат окапываться, ни лопат, ни сухпайков, ни воды, ни я. Без воды сидим, вон у трупов, что идешь, собираешь, пожрать. Мародерим. Не жрать, не пить, не посрать. Ни нету у нас. Если бы сейчас не бомбили, можно было выйти и заснять, сколько вот пацанов выходишь. Сразу идешь по лесополке, лежат и лежат. Все усеяно трупами. Военнослужащие рассказывают про скотское отношение командования, нехватку еды и воды, про страшные потери и бессудные расстрелы провинившихся, про ямы и подвалы для отказников. Иногда сказать что-то на камеру умудряются даже сами посаженные на яму, если смогли спрятать смартфон или его тайком передали сослуживцы. Меня зовут Горелов Павел Николаевич, военнослужащий 99-го полка разведывательной роты. Нас держат в яме. Яма высокая. Сверху решетка, я не знаю, видно ее, не будет видно ее. Под замком улицы. Воды нет. Ссать, вот в эти пустые бутылки. 3 дня нас не будут ни кормить, ни поить. Такое позволяют себе в 99-м полку. Прошу помощи, прошу военную прокуратуру призвать к ответственности командира полка вот за такие вот ямы, которые не позволяют сажать нас. Госдума намерена положить этому конец. Правда, она отнюдь не собирается прекращать мясные штурмы, ямы и обнуления. Так на фронте называют расстрел. Депутаты решили запретить военнослужащим иметь при себе смартфоны и прочие устройства с возможностью выхода в интернет, а также видео и аудиозапись. Формально смартфоны и так носить с собой нельзя, но теперь парламентарии вводят для нарушителей суровое наказание – до 10 суток ареста. Предлог благовидный. По сигналу смартфона можно запеленговать подразделение и навести на него артиллерию. Фотографии, которые солдаты шлют родным или выкладывают в соцсети – это источник информации для неприятельской разведки. И в теории смартфон бойцу не нужен. На практике же взвыла едва ли не вся Z-благосфера. Бурление там, мам, не горюй. Думцев клеймят врагами народа и изменниками Родины, по вине которых фронт может моментально рухнуть, а Украина победит в войне. На сторону военблогеров даже перешел один из депутатов от «Единой России» Евгений Попов. По гаджетам на фронте. Давайте так. Если есть случаи, когда по беспределу у бойцов конфискуют устройства, которые используются для боевой работы, пишите мне на почту. С каждым будем разбираться отдельно. Давайте и мы разберемся, что же там такое происходит. С огромной степенью вероятности можно спрогнозировать, никакого тотального изъятия смартфонов в российской армии не будет. Иначе она почти полностью утратит свою боеспособность и напрочь лишится связи, которой и так почти не было в нормальном виде на протяжении всего 21 века. Это хроническая проблема. В ходе российско-грузинской войны 2008 года координация войск, отдача приказов и целеуказаний – все это осуществлялось в основном через обычные мобильники. А где не ловила сотовая связь, там посылали гонца на УАЗике. Спустя годы с кнопочных телефонов армия перешла на смартфоны, а с сотовой связи на WhatsApp и Telegram. Предпочтение отдают Телеграмму. Сообщения и звонки в нем перехватывать и расшифровывать гораздо сложнее. Все это нонсенс. Согласно военной науке, ничего подобного быть попросту не может. Так-то осуществлять обмен информацией со штабом или между собой соединения обязаны через те радиостанции и станции спутниковой связи, которые стоят на вооружении российской армии. Возможно, вы уже представили себе КАМАЗы с исполинскими радиоантеннами.
Но на каждую роту по такому узлу связи не выделишь. Нужны устройства, которые вместе со всеми комплектующими сможет переносить в рюкзаке один человек. Р-168, Альхон, Северок КМ. Эти названия мало что говорят гражданскому человеку. А многие из технических характеристик этих устройств, хоть их и легко можно нагуглить в Яндексе, формально составляют военную тайну. Военные могут связываться друг с другом в аналоговом режиме. Это предусмотрено, чтобы услышать мог кто угодно. Могут по хитроумно зашифрованным радиоканалам вести переговоры голосом, азбукой Морзе или комбинацией цифр. Если противник и перехватит такое сообщение, он ничего в нем не разберет. Если у него, конечно, не окажется специальной таблицы, где указано, что 5 единиц подряд — это слово «самолет», а 33748 означает, например, команду «атаковать». Так зачем тогда военным неуставной телеграм, когда существуют штатные средства связи? Причин две. Во-первых, все это не работает. Комплекты радиостанций неполные, что не сломано, то потеряно, аккумуляторы не держат заряд, а кто-то, например, 10 лет назад врубил радиостанцию без антенны и благополучно ее спалил. И она 10 лет так и лежала, воевать-то никто же не собирался. А списывать технику по неисправности в российской армии в мирное время нельзя. Командир получит выговор и будет последний хрен без соли доедать, на голом окладе без премий и надбавок. Из последнего проистекает вторая причина, по которой в армии предпочитают телеграм. Никто не умеет пользоваться переносными радиостанциями. В теории военный радиотелеграфист – профессионал высокого уровня. Он может запитать станцию от автомобильного аккумулятора, знает, как сделать импровизированную антенну из водосточной трубы, не улыбнется, услышав словосочетание «наклонный луч», «бегущая волна» и «симметричный вибратор». Обученный радиотелеграфист натаскан раскладывать эти устройства приема передачи на скорость. Возникает вопрос, а заинтересован ли офицер, несущий материальную ответственность, натаскивать связистов? Если проводить занятия не только на бумаге, то что-то постоянно будет ломаться и теряться. Вон, мол, позапрошлый командир, сволочь такая, энтузиаст херов, проводил с бойцами полевые занятия, сука. И оставил мне в наследство поломанные вибраторы. Что ж я теперь доламывать буду, оставшиеся, что ли? Нафиг надо. А еще командирам придется рассказывать солдатам, сержантам и старшинам про всякие мегагерцы, дифракцию, интерференцию и ионосферу, будь она неладна. И вряд ли офицер сам это все помнит. Некогда ему такими пустяками заниматься. Когда забор не крашен, сугроб не сложен квадратом, а колеса у командно-штабной машины не чищены гуталином. Придет ведь проверяющий и скажет: у вас шины не нагуталинены, боеспособность полка подорвана. В общем, связь в российской армии – это неработающая техника в руках людей, которые не знают, как ею пользоваться. Добавим к этому своеобразный подход производителей. У военных радиостанций меню настроек такое, что ни один враг не сможет найти нужную функцию. Да и друг не может, вообще никто не может. А еще нельзя верить заявлениям производителя. Если тот обещает дальность связи 100 километров, то полностью исправная станция в руках радиотелеграфиста первого класса в идеальную погоду, вдали от построек и линий электропередач. Если рак на горе свистнет и ретроградный Меркурий окажется в 9-м доме, может быть, таки добьет километров 30. Поэтому пока армия обходится смартфонами. К тому же связь не единственная сфера их применения на войне. Навигация без смартфонов также невозможна. Помимо Google карты, Яндекс.Карт и Тугис, российские военные, по словам военблогеров, пользуются приложениями, разработанными боевиками в Сирии. Там на карту можно ставить метки, к примеру, здесь заминировано, будьте осторожны. 10 лет тому назад весь мир смеялся над террористами, которые выставляли угол наклона миномета с помощью встроенных гироскопов в айпэдах. Однако сейчас на яблочную технику, и уж тем более на смартфоны с андроидом, можно поставить огромное множество специализированных приложений, необходимых на фронте. Например, баллистические калькуляторы, позволяющие выставить нужный прицел на стрелковом оружии и артиллерии. По идее, для ориентирования на местности, для математических расчетов у российской армии должны быть не смартфоны, а специализированные устройства. Все ж таки регулярная армия, а не наспех сколоченная группировка повстанцев. Но это в теории. На практике российские войска без смартфонов не выживут. Те же FPV-дроны, то есть баражирующие боеприпасы с видом от первого лица, и те управляются с помощью VR-очков и смартфона. Так зачем же Госдума приняла закон, который точно не будет исполняться?
Генерал-депутат Андрей Картополов уже выступил с разъяснением, что гаджеты, необходимые в боевой работе, изыматься не будут, их использование останется ненаказуемым. Но и так было понятно, что едва ли кто-то станет отбирать смартфоны у офицеров, координирующих действия в Телеграме. Согласно принятым поправкам, решение об изъятии гаджета и аресте владельца на срок до 10 суток будут принимать командиры на местах. Сами себя они вряд ли накажут, как и расчет гаубицы, который со смартфоном стреляет точнее, чем без него. Зато те, кто удумал записывать обращения, кто выносит ссор из избы, они по новому закону теперь злостные нарушители дисциплины. Их вина даже не требует доказательств. Они сами выложили видео в сеть. И посадить их на яму теперь не самоуправство, а обязанность командира. Недавно на всю Россию прогремела история 50 раненых военнослужащих. Вместо госпиталя их прям с костылями отправили обратно на передовую. Ситуация прям типичная, но в данном конкретном случае на видеообращение отреагировала крупный провоенный блогер Анастасия Кашеварова. И вроде бы даже раненых после этого положили в госпитале. Еще в начале июля я говорил, единичная история, когда власти разобрались с несправедливостью и все исправили, не более чем ширма. Способ создать иллюзию, мол, отдельные злоупотребления, конечно, случаются, но власть реагирует, и это перегибы на местах, они сразу выпрямляются. И вот найден универсальный способ такую иллюзию в обществе закрепить. Ввести презумпцию виновности для каждого, кто смеет жаловаться. Не только через публичные видеообращения, а вообще любым способом, предполагающим использование интернета и фиксацию доказательств. По идее, написать депутату Евгению Попову – это же тоже злостное нарушение теперь. Не напрасно новость о наказаниях за гаджеты возникла именно сейчас. Регионы России бьют рекорд за рекордом по сумме единовременной выплаты за заключение контракта. Еще немного и будет взята планка в 2 миллиона рублей. Фронту отчаянно нужны люди. Не просто так же инвалидов заставляют воевать. Люди нужны, но вторую волну мобилизации Путин не проводит. Спорадически в разных уголках России граждане, конечно, получают повестки, но явление это пока не массовое. Приходится заманивать людей деньгами и обманом. В России зарплата в 15 тысяч рублей не отголосок прошлого, а реальность огромного числа людей. Таких заманивают на смерть, обещая за один день заплатить ему 100 зарплат. Средний заработок за 7-8 лет труда. Плюс еще 200 тысяч ежемесячно. Рекрутов намеренно вводят в заблуждение. Контракт, мол, всего на год, повоюешь и вернешься домой миллионером. Об автопродлении контрактов и невозможности его разорвать военкомы умалчивают. Не молчат зато те, кому терять нечего. Кто оказался на передовой и осознал, опции вернуться домой живым не предусмотрено ни для кого. Кроме уж совсем неходячих инвалидов, но и их в тыл отвозят не всегда. Часто достреливают или оставляют умирать на поле боя. На моем канале 2 с небольшим миллиона подписчиков. Большинство люди, которых не надо уговаривать не подписывать контракт. А вот обращения с фронта бьют прямо в целевую аудиторию военных комиссаров. Те, кто мог бы пойти на войну, видят и слышат тех, кто на войне оказался. Таких же выходцев из глубинки, у которых даже говор знакомый. Насмотревшись и наслушавшись, потенциальные контрактники понимают, жить в беспросветной нищете все же и близко не так страшно, как погибнуть на фронте, в грязи и мучениях, и нередко от рук своих же. Мы с братом получили ранения. Вот все израненные смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены, и у нас просто нету сил. Никакие миллионы того не стоят, не говоря о том, что на деньги армия легко может кинуть, а об этом много обращений записано тоже. Норма о запрете смартфонов была принята Госдумой с фантастической скоростью. Вроде не стояла даже в повестке, не обсуждалась. Законопроект возник из ниоткуда и моментально стал законом. Решение явно принято исполнительной властью, Минобороны или Кремлем. Из чего можно вывести предположение. Вал видеообращений с фронта действительно стал большой проблемой для путинской вертикали. Это следует учесть и помогать распространению таких обращений. До завтра.